Всем привет! Меня зовут Лена. Я родилась и выросла в Москве. Этим летом я поехала в Одессу, на Украину. И это был незабываемый опыт. Когда я собиралась в эту поездку, у меня было очень много вопросов, как все организовать максимально комфортно и безопасно. И одним из вопросов, которым я озадачилась, был вопрос денег. Я задумалась о том, где мне получить украинские гривны, как мне лучше это сделать, обменять деньги уже в Москве, если это возможно, или на Украине. И если на Украине, то какую валюту лучше менять, и смогу ли я пользоваться там, в случае чего, кредитными карточками, выпущенными российскими банками. В общем, все эти вопросы были в моей голове, и я решила: успокойся, Лена, и решай все поступательно. Я надеюсь, что вам опыт, который получила я, решая эти вопросы, будет полезен, поэтому рассказываю все шаг за шагом. Первое, что я сделала, я поехала в Сбербанк, крупнейший российский банк, и я была уверена, что там я точно смогу купить гривны. Но не тут-то было. Когда я приехала туда, мне сказали, что Сбербанк с гривнами не работает. Вы представляете, как я была удивлена, услышав это? Если не работает Сбербанк, то кто работает в России с гривнами? Но я решила все-таки поискать другие банки. К сожалению, я их не нашла. Когда-то другие банки продавали гривны, но на тот момент, когда я пыталась найти эти места, они или уже не занимались гривнами, или эти банки просто не существовали. Но, занимаясь этим расследованием, я выяснила другое. Я выяснила, что в Москве все-таки есть места, есть обменные пункты, где можно приобрести гривны. Их немного, но они есть. И в основном это места, которые так или иначе связаны с Украиной. Например, Киевский вокзал. Я поехала на Киевский вокзал, чтобы выяснить, так ли это, и наконец-то обменять деньги. Я приехала и сразу же нашла 5-6 обменных пунктов, где без труда можно было обменять гривны. Я так думала. Когда я отстояла очередь в одном из обменных пунктов, мне сказали, что минимальная купюра, которую могут мне дать, минимальная купюра гривен, это 500 гривен. Чтобы вы понимали, это порядка $20. Мне не нужна была такая крупная сумма. Я хотела поменять мелкие деньги, чтобы иметь какие-то минимальные карманные расходы на первое время. И я подумала, ну ладно, в одном обменном пункте не получилось, я поменяю в другом. Но и в другом, и в третьем, и в четвертом, и в пятом мне предлагали только 500 гривен одной купюрой. Я подумала, ну ладно, не получается, поменяю на Украине. И тогда я стала думать, какую валюту мне с собой брать? Доллары, евро, рубли. Доллары и евро, конечно же, мне поменяли бы, а вот поменяли бы мне рубли, я не знала. Но я решила взять и доллары, и рубли, и евро, и кредитные карточки российских банков, чтобы не случилось так, чтобы я осталась без средств к существованию. А когда я оказалась на Украине, я смогла без проблем поменять и доллары, и рубли, и евро. И я могла пользоваться карточками российских банков без труда. Поэтому, дорогие друзья, я советую вам не переживать, не беспокоиться ни о чем, избавиться от предрассудков и страхов и в отношении денег, и в отношении каких-то других вопросов, связанных с пересечением границы, с транспортом. Пробуйте, получайте новый опыт, изучайте. Это все очень интересно. И если вам понравилось это видео, если вас интересует эта тема, то смотрите другие видео на нашем канале, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Я с удовольствием отвечу. Пока-пока!